Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре Кобра, у нас подходит к окончанию боевой пропуск, и поэтому есть смысл рассмотреть эту машину в части, а нужно ли ее брать за жетоны, либо нет. Как по мне, интересная машина, но все дальше в обзоре. Соответственно, прожмите лайк под видео, подпишитесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну а мы с вами начинаем. Кобра. Очень интересная машинка. Вот, и давайте сначала изучать ее с бронирования. Погнали. Итак, господа, коллижн модель нашей Кобры. Ну и начнем с корпуса. НЛД у нас 300, нифига себе, 297, 314. Я так скажу, на 9-м левеле тяжелые танки такой броней в НЛД ни один не обладает. А вот этот средний танк Великобритании, Кобра, да, обладает. Супер НЛД, сюда этому танку лучше не стрелять. ВЛД 231, 250. Ну, на самом деле, такой анти-ТТ СТ 8-го левела. Вот. Да хотя некоторые девятки в верхнюю часть ВЛД тоже пробивать Кобру не будут. Теперь давайте смотреть, что касаемо брони башни. Начнем с держателя, вот с этих стоек. Да, у нас здесь качающаяся башня. Вот стойки, конечно, картон. Ну, что это такое? Там 200, 180, внизу 180. Замки держателей башни 160. Бронеплита самой башни 270, 290. А вот это уже круто. То есть запоминаем, в НЛД лучше не стрелять, в верхнюю часть ВЛД лучше не стрелять. И не стрелять ему лучше вот все, что касается справа и слева от орудия и выше орудия. А нижний воротничок уже помягче. И то это вот только галочка. Вот эта вот часть, нижняя часть, вот сейчас посмотрим. Значит 239, 239, а внизу уже 288, 290. Боковое бронирование слабое, от борта на Кобре танковать нельзя. Есть у нас еще вот такой лючок 60 мм, но он достаточно небольшой и плюс часть башни, вот он, вот эта дельта, да, она закрывает больше половины лючка и остается прям совсем полоска. Еще раз, Кобре лучше не стрелять НЛД, верхняя часть ВЛД, под воротником вот здесь внизу и верхняя часть, вот что касаемо от ствола и выше. Все остальное, в принципе, картон. Итак, с броней разобрались. Давайте изучать орудие. Так, пушечка у нас 9-го левела. Вот, 515 альфа у нас на осколочных фугасах, на дешевых, да. 210 бронепробития у нас на голдовом фугасе с альфой в 490 и бронепробитие 268 это на кумулятивном снаряде с альфой в 360. 4 снаряда в магазине, заряжается на стоке барабанчик данный 50 секунд, ДПМ нищие 1585 из-за вот такого долгого заряжания. Но это все опять же на стоке, 0.38 точность и конченное просто невероятно неприятное время сведения 3.8, и это надо запомнить. Что касается полевой модернизации. Легкосплавные узлы крепления во втором блоке, плавающий прицел в четвертом блоке и антибликовую маскировку фар в пятом блоке. Вот. Вот Кобре ни то не надо. Ни разведка ей не нужна, ни по сути живучесть. Вторым слотом можно вообще ни хрена не брать. Вот, я катаю без турбины, многие катают на этой машине с турбиной, но я сделал все как бы на пушку, на комфортность стрельбы. Поставил стаб, поставил вентиль, поставил приводы. Вот куда сюда таращить турбину, не знаю, ну вместо вентиля по сути. Можно попробовать, попробуйте, покатайте. Теперь касаемо снарядиков, значит, кумулятивный скорость полета 793 с хорошим пробитием, который, да, голдовый. Не голдовый, обычный. Правильно, здесь голдовый, осколочно-фугасный, немного запутался. Вот, 793 здесь привыкать надо. 1165 голдовый, осколочно-фугасный. Я, естественно, максимально катаюсь сюда на этой машине. Но попадая в сетап
там против девяток, десяток, и когда вы в упоре играете, понимаете, что борт машины противника вы никогда в этом месте не увидите, скорее всего придется в лоб выходить бить, то лучше, конечно, заряжать кумулятивные снаряды. Вот, у нас вечная бесплатная ремка. Ставите аптечку, автоматический огнетушитель. 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь, что касаемо огневой мощи и вообще геймплея этой машины. По огневой мощи у нас хорошие УВН, мы помним наше бронирование. Те, кто противники плохо знают бронирование Кобры, будут очень часто допускать ошибки, стреляя в этот танк. Да. У нас даже вот поставили мы приводы, у нас неплохой экипаж в целом-то, да, все равно сведение больше 3 секунд. И это сведение, но это, конечно, когда вы стреляете там на средние и дальние расстояния, вам сильно мешать будет. Но эта машина не про это, по сути. Эта машина играется в упоре, подлавливаете врага, когда он разрядился, и выходите в упоре, особо сильно не сводясь, разряжаете барабан. Прям вообще с близкого-близкого расстояния. Вот. Касаемо живучести 1600, ну, учитывая наше бронирование, неплохо. По мобильности 40 вперед, 23 назад, почти 19 лошадей на тонну удельная мощность. Вот максималку свою он набирает достаточно бодро, но едет прям вяло. Ну, что такое 40 для среднего танка? Поставите турбач вместо вентиля, будет 44. Ну, смотря какой турбач поставите, что уже будет даже очень неплохо. Пробуйте. Значит, даже есть незаметность, почти 30%, да, перк незаметности, вот, кстати, только докачивается. Вот. По обзору у нас 406 метров, ну, как для СТ, это, конечно, очень мало. Но нам это сильно не надо. Повторюсь, этот танк играется в упоре. На фугасах особый геймплей, классная машина, просто невероятная. Вот устали играть на десятках, на других левелах. Уже попка сгорела, да, садитесь на Кобру, отправляйтесь в рендом, однозначно получите удовольствие от игры. Предлагаю же отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, на что Кобра способна. Погнали. Так, господа, обзор боем. Кобра, Великобритания, средний танк за жетоны боевого пропуска. Так. Как-то по мне, самая интересная машина вообще за жетоны. Но дорого стоит. Так, попали мы к десяткам. Какое-нибудь нам надо местечко такое найти. Интересное. Так, наши гору заняли. Значит, нам тут уже особо делать нечего. Ух! Поехали. Эх ты, ё-моё. Тихо. Ну, дела вообще плохо обстоят у нас. Я тут остался один. Вот такая раскатка. Наши не поехали гору занимать. Вот. Гора полностью их.
Господи, тут и маус трется, что тут только нету. Все. Приехал он. Мы его подразменяли. Фош у нас умирает. Я думаю. Ну, бой такой. 2К мы уже дали, кстати. Да. Поехали-ка мы охотиться дальше. Всяких мягких. Стоять тут бессмысленно. Правда, маусом мы что будем делать-то? Вот мне что интересно. Мы же его особо не пробьем. Сверху, если только попытаться ему нахерачить. Ну такое. 2700. Сейчас мы ему в спину. Но и нам столько еще заряжаться. Че, никак? Никак, да, родной. Вот, еще подсветили мы. Хорошо. О. Есть попадание. Ну, 3500, 4К суммы сделали. Ну, союзники просто поехали все направо. И все там сдохли. Но мы, играя тут на фланге вдвоем с ПТшкой, даже что-то смогли. Да-да. Даже над маусом поиздевались. Хорошая, интересная тачка этот. Кобрито. Попросту, как я ее называю, Копра. Съездить покоприть. Интересный геймплей, сами видели. Вот 3500. Нормально. Нормально. Суммы 4К сойдет. Сойдет. Не упарывались, аккуратненько все. Вот на. А вот эти вот твари, вот что тут леопард делает, непонятно, да? Ладно, Хори 3, черт с ним. Ну и арта, понятно. Вот они все поехали направо, ну и чё? Огромной толпой, и все сдохли. И все сдохли. На этой карте нужно ехать на гору. Давай, арта, вот кому-нибудь заряди. Чифтейн, сейчас он СП. О, давай.
Оп! Не успел. А мог ведь забрать Кузю-то. Итак, господа, Кобра заслуживает нашего внимания однозначно за жетоны боевого пропуска. Машина супер интересная. Геймплей вообще интересный. Ты ездишь и издеваешься над противником. Вот. А самое главное не упарываться. Да, у Кобры есть броня. Есть броня в НЛД, в корпусе, в башне даже что-то есть. Но назвать ее какой-то ультимативной, ну, наверное, нет. Вот, кстати, заняли почетное второе место по урону. А имбы, такие как 704, Фош, да, Т-54И1, СТ Тартойс, Хори 3, имба лютая. Вот представляете, сколько они настреляли. Позор им. Машина класс. Ребята, у кого есть Кобра, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому танку, как вам на нем получается, не получается. Как по мне, просто люто интересная машина. Вот, по пятибалльной системе 5 из 5 за особый геймплей. Конечно же, нужно брать за жетоны боевого пропуска. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.